Так, продолжаю. Дальше сеульское молоко. В общем, здесь не то, что, ну, он же это продемонстрировал, да, у него был такой сторис. Сеульское молоко. Кофе. И Тэхён показал кофейное молоко, явно хотел нам что-то сказать или намекнуть. Но не будет это нарушением, ведь он является амбассадором тоже кофе, да, а показал, что напиток другого бренда. Кофейное молоко, намек или риск нарушения. Я хочу сказать, что, например, здесь больше вопрос не о том, что, допустим, да, вот Тэхён это с кофейным молоком или не Тэхён, или вообще, да, пьет он это молоко, не пьет он это молоко. Здесь больше, наверное, все-таки речь о это намек. На что намек-то? Я вот совсем не поняла этого, да, нарушение. Тэхён показал кофейное молоко, явно хотел нам что-то сказать. Ну, он всегда, если выходит куда-то, да, там, ну, выгружает какие-то посты, он обязательно что-то желает сказать. Это уж точно. Но не будет ли это нарушением? Вот, так как показал напиток другого бренда. Почему социум это обсуждать? Тут вообще как бы два слоя. Намек послания, потому что фандом привык считать эти детали, в общем, да. Можно, нельзя, потому что бренд амбассадорства воспринимает как рамку поведения. Вопрос второй. Вот, Тэхён хотел нам что-то сказать, намекнуть этим. Вот такая карта. Звезда Солнца. Это очень хорошая карта. Вот, и сказать, и намекнуть, в общем, да, может ли это быть нарушением энергетически, репутационно, или это безопасный бытовой жест. Вообще, Солнце вышла звезда. Здесь, можно сказать, безопасно, что касаемо для него. Поездка, и мы видим, например, он был в дороге, возможно, даже не сам, здесь вот много народа. Взаимовыручка, успех в деле. И вот тут, знаете, у меня такая мыслишка, вот если уж вышла карта, возможно, он решил кому-то помочь. Бывает же у него такое, знаете, он что-то демонстрирует, но он не амбассадор этого. Ну, я не знаю, какие-то там игрушки, наушники, там еще чего-то. И потом это быстро раскупаются, да, ажиотаж такой. Возможно, вот это с его стороны как взаимовыручка, в общем, да, и успешно, да. Последние усилия на пути к успеху, на этой карте написано, трудности позади, личная жизнь гармонична, в общем, да. Но если, естественно, остерегаетесь, например, да, какого-то вмешательства, карта может намекать на то, что все-таки ему нужно быть осторожнее, да, с этим, что он там демонстрирует. Возможно, карта на это намекает. Ну, вообще, я хочу сказать, наверное, больше к тому, что он просто поддержал последнее сражение Ясона за золотое руно. Явно идет речь о поддержке. Но хоть и карта гармоничная такая, но здесь уж явно говорится о каком-то успехе, о каком-то деле, в общем, да. Но, в общем, вот так. Ну, на этом остановимся. Дальше. Так. Прогноз на 2026 год. Либо вместе, либо нет. Многоточие. Почему так, если в будущем хорошо? Ну, то есть, например, такие реакции были. Но, опять же, это для тех, кто в теме. Ну, смотрите, и стрим я проводила по поводу астрологического прогноза, да, там озвучивала, и вам там писала более такой подробный. Естественно, были такие вопросы. Это, например, четко для фанатов, например, да, Вигу, для тех, кто посмотрел, в общем, и прогноз, и расклады, и это своего рода такое противоречие, да, наблюдается. Наблюдается ли? Да, потому что я и по комментариям это вижу, ну, а также и вы это написали, в общем. Что говорит вообще социум? Ну, скажем, то, что пишут в комментариях и так далее, что касаемо моего прогноза.
У Тэхёна толчок осознания весной, уйдет страх зависимости. У Чонгука он готов и ждет команду. Ну, это так вот округлила я опять же. Расклад вообще как бы и карты, и астрологические, ну я там доставала карты, и астрологический прогноз вообще неплохой, хороший, да, но почему-то зацепила так аудиторию. В общем, ну, опять же, каждый понял это по-своему, но разрыва уж там явно нет. И об этом я сказала, я озвучила это, я не говорила о разрыве. Вообще в тех вопросах, которые вы писали, естественно, есть какая-то логика. Вот. И если говорить в целом о чем-то хорошем, то почему-то такая реакция от вас, да, вот как бы, да, тут я говорю, я не понимаю вроде бы, да, вот, то есть почему такая развилка? Ну и также вы это пишете. Вот. Ну давайте. Только я опять же не поняла, да, вот в ваших этих комментариях, да, вот ваши мысли, я не понимаю, что конкретно. Возможно, вы сейчас напишите, кто там здесь, вот напишите, что конкретно вас зацепило, да, что вроде бы как все хорошо, и в то же время, да, почему вы чувствуете, да, по вашему мнению, да, что будет какой-то разрыв, или вы поняли с моих слов. Я, в общем, не понимаю, почему такие вопросы. Вот. Но эта карта будет чисто вам. Что может быть, что послужило для вас толчком, для такого, в общем, решения с вашей стороны, написать эти вопросы, комментарии. Что является толчком, например, да? Здесь опять это Пандора, в общем. Вот, смотрите, мы ее уже доставали там на то, что касаемо Тэхёна и Чонгука, а вот именно их, ну, например, озвучивал там, да, Чонгук чего-то, и тоже, например, да, приоткрыл что-то на взаимоотношения. То есть там мы говорили о связи, наверное, да, свяжи меня или что-то такое, а может быть и не на этот вопрос, скажем, да. Карта настороженности, в общем, да. И, ну, например, в карте есть контролировать себя, вот, контролировать себя. И если по раскладу все хорошо в будущем, почему в прогнозе либо вместе, либо многоточие, понимаете, да? И вот если в вашу сторону, можно сказать, что вы насторожились, и, например, на самом деле вы контролируете себя, я хочу сказать, дорогие подписчики, и не хотите на самом деле раскрываться, возможно, да, и говорить на самом деле, что вас беспокоит в этом астрологическом прогнозе, ну, скажем, да, вот, потому что боитесь, что допустите какую-то ошибку и потом будете раскаиваться, да, ну, к примеру, я же вам достала карту, да. Вот, но для них я все равно достану карту. Если по раскладу все хорошо в будущем, почему в прогнозе либо вместе, либо нет, да? Вот что касаемо Вегу. Карта умеренность вышла, это тоже либо-либо, в общем, такая карта. Это карта своего рода ограничения. Но в этой карте единение душ, это же умеренность, да, это карта вообще на семейные отношения, очень хорошая карта выходит, да, на союз, в общем. В этой карте есть какое-то новое знакомство. И я говорила о том, что у Тэхёна реально будет какое-то новое знакомство. Вот. Это карта необдуманного какого-то поступка, испытания, в общем, да, и пройти какие-то испытания. У Чонгука, в общем, не будет такого ничего нового. Но о разрывах я не говорила, в общем, да, и у них астрологически нет никаких разрывов. Там больше, как бы, в астрологии больше что-то показать и приоткрыть. Ну, более практичного что-то будет, что касаемо отношений, да. Вот, ну, скажем так. Почему весна видна у Тэхёна, а у Чонгука время не считывается? Почему весна видна у Тэхёна? И вот, кстати, и я же сказала, что вот у Тэхёна новое знакомство какое-то, да? Вот. Вот такие дела. Еще карта связана с будущим.
Не знаю, опять, приоткрыла вам это что-то или не приоткрыла, да? Ну, пишите, в общем. Тем более вам карта такая вышла перед этим. Меньше контроля, ну, например, откройтесь, да, что конкретно вас беспокоит, да, на то, что будут они там вместе или не будут вместе, как мы можем это считывать и загадывать о том, что будет. Я еще раз скажу, прошлое забыто, будущее неведомо, живите настоящим, понимаете, да, что мы можем на будущее считывать. Я уже говорила, очень более подробно там на стриме все это рассказывала, да, почему вас это беспокоит вот так, да, будут они там вместе, не будут, потому что даже Татьяна мне написала, она не написала о том, кто ей там написал или чего, но она написала о том, что, например, что ей также задавали вопросы, а что фигуры останутся, разве я об этом говорила, да? Здесь больше они заговорят о своих отношениях, о стабильности, о том, что им более ценно. Что касаемо Тэхёна и Чонгука, понимаете, да, больше будет акцент на практичность, на те отношения, которые реальны у них, понимаете, с кем они больше общаться, и больше будет акцент в эту сторону, в общем. Лайф, взгляды и жест в сторону Чонгука на мероприятии Селин, да, опять же, это чисто такой фанатский разбор, и опять же, такие чисто фанатские такие вопросы. Вообще, что говорит социум по этому вопросу, что, ну, и пишите вы так, посмотрели этот, в общем, мероприятие, странно. Тут как бы, да, тут смешались опять вопросы. Тут и на лайфе идет речь о том, что они там смотрят на друг друга. Да, и говорится о Селин, что Тэхён показал, да, кто для него значим. Руками показал букву К. И хочу сказать, наверное, все в одном, да, что как бы они, и Тэхён как бы дает намеки о том, что для него там важен Чонгук, и Чонгук, и они вдвоем там пересматриваются на лайф, едят друг друга глазами. Поэтому это и обсуждают. Почему здесь социум строит какую-то связку, да, о том, что они намекают, опять же, на друг друга. Вот об этом, наверное, речь у вас, да, что касаемо вопросов. Глаза, взгляды, жест этой буквы К, в общем. И вопрос к Таро. Кто, что Тэхён обозначил жестом К? Ну, в принципе, сейчас, смотрите, от Селин тоже было... Что происходит? Что-то происходит, не пойму, что. От Селина тоже во время мероприятия, и фотографии сегодня, да, были от Тэхёна Stories, и там, кстати, Богом тоже показывает, да, знак К, по-моему, он показывает, да. Это, наверное, просто какой-то символический маркер, приветствие, не знаю. Ну, давайте, вопрос был, кого что Тэхён обозначил жестом К. Кому он показал значимость? Так, вообще это был какой-то знак, он показал кому-то значимость. Созвездие Лев, северное полушарие, уж карта уж точно намекает на явно демонстрацию чего-то. Борьба Геракла с немейским львом, настойчивость достижения, успех, слава, признание, долг, ответственность, в общем, по этой карте. Ну уж карта явно намекает на то, что он продемонстрировал, да, именно этот жест, обозначил жест, в общем, показал значимость.
Вот, преданность. Прям, я просто читаю, что на карте написано. Выполнение обязательств, честность. То есть в тему вопроса мы задаем. Да, я не думала, кстати, что такая карта будет. Я удивлена, в общем, да. Потому что здесь я как бы сказала, что и другие показывают этот знак. Но вот, например, что касаемо Тахиона, он точно обозначил жестом, как, кому он показал значимость. В общем, ну давайте доставим, выйдет ли какой-то персонаж, в общем, да. Ну давайте прямо, пока Чонгука, в общем, да, кому он показал значимость. Кому он показал, ну фанатам продемонстрировал, да. Кого там, Чонгук. Ну, карта влюбленная вышла. Ну да, да. Любовь, перспективы, выбор, любовный. Ну, тут если в негативе любовный треугольник, блин, ну начала же любовный, можно было это не говорить, в общем, да. Любовь, перспективы, выбор, в общем, да. Карта влюбленная. Сделал свой выбор, показал, кто для него значим. Мы говорим о Чонгуке, на Чонгука вышла карта влюбленная. Вот. Вот так. Я по первой карте сказала, что я удивлена, что она такая вышла. Ну, карта, мало тебе первой карты, как я говорю, да. Получай карта влюбленная. Классные карты, что сказать. Дальше, татуировка, быстро так, татуировка Чонгука, да. Нет, быстро не получится, отключаюсь сейчас.